Начало было простым. Василий вышел из дома и направился в лес. Он искал тишину, запах хвои и сырой земли, чтобы оставить за порогом офисную суету и почувствовать себя снова мальчишкой, который восхищается миром вокруг. В конце рабочей недели он нуждался не в новых проектах и отчетах, а в простом ощущении природы, в которой каждая ветка, каждая капля росы, каждый шорох листьев напоминают ему о том, что живет настоящий мир, не тот офисный, где тесты, графики и звонки гнездятся в голове, а мир, где можно дышать свободно и без спешки. Василию улыбнулась. Вечер обещал быть на даче, где его ждут жена и двое детей. На даче они обычно собирались вместе после рабочих будней, выпивали чай, говорили о простых вещах и мечтали о будущем. Сейчас же он хотел просто погрузиться в лесную тишину и почувствовать, как усталость растворяется в запахе сосны и земли. Внезапно тишину разорвал крик. Не просто крик, он был полон боли, отчаяния и паники, будто кто-то кричал о помощи, и одновременно знал, что шансы выжить невелики. Василий застыл на месте, сердце стучало так сильно, что казалось, будто сейчас вырвется из груди. Ветер шептал за спиной, как будто сам лес говорил ему «Сито, исты, иди». Но что именно он нашел в этом зове? Он не мог понять. Крик повторялся, и каждый повтор только усиливал страх. Василий рыскал глазами по кустам. Где-то впереди, возможно, на поляне, был источник звука. Он подумал о детях и о том вечернем звонке, который он собирался сделать жене, чтобы сообщить о задержке и подробностях. Но сейчас думать было трудно. Крик давил с каждой секунды и требовал реакции. Василий вспоминал детство, когда он спас щенка на окраине города. Как лёжку и холодную землю он обнимал животное, как сердце билось быстрее, как он почувствовал, что сделал правильное дело. Теперь снова пришло чувство долга. Не остаться равнодушным, не пройти мимо. Он глубоко вдохнул, собрал волю и принял решение идти на крик, даже если опасно. Он продвигался через заросли, ощущая, как сердце стучит в висках, как кровь пульсирует в висках, а страх постоянно пытается отговорить. Может, стоит вернуться? Может, там уже слишком поздно? Но желание помочь было сильнее страха. В памяти всплывали образы спасенных животных и благодарные глаза людей, которым он помогал в прошлом. Он шел, опираясь на слух и на инстинкт, который говорил ему: «Твоя задача — найти источник крика и понять, чем ты можешь быть полезен». На поляне Василий увидел спортивную сумку. Она лежала среди травы, и из нее доносился пронзительный крик. Сумка шевелилась сама по себе, словно внутри находилось живое существо, пытающееся выбраться наружу. Это зрелище заставило его остановиться. Вдруг кто-то спрятал там человека. Но медленно он понял: в сумке может быть не человек, а животное. Возможно, раненое. Услабленный крик казался почти дикой песней боли, и Василий почувствовал холодок страха. Да кто же мог сделать такое? Но он также ощутил странное спокойствие. Если бы сумка была пустой или там не было бы ничего живого, крик стих бы, а значит, ему нужно действовать, а не бродить по догадкам. Внутренний голос подсказывал Василию бежать. Куда ты лезешь? Вдруг там ловушка? Вдруг кто-то затаил дыхание и ждет тебя? Но голос совести и память о детстве, когда он спасал бездомных котят, побеждали. Он вспомнил, как в те моменты он ощущал, что делает мир чуть лучше, и это ощущение сейчас возвращалось как искра. Крик снова прозвучал, отчаянная мольба о помощи. В этот момент Василий решил, что должен попробовать освободить того, кто внутри, даже если это означает риск для него самого. Сумку Василий распаковал осторожно. Внутри оказалась кошка, связанная веревками. Шерсть была измазана грязью и кровью, глаза полузакрыты от усталости и боли.
Это было потрясающее и одновременно отвратительное зрелище. Зверь, который все еще дышит, но который несет раны и чья жизнь висит на волоске. Василия охватило чувство ярости на тех, кто мог так жестоко обращаться с живым существом. Он не мог понять, как могли люди довести животное до такого состояния. Но он не думал о мести. Он думал о том, как спасти кошку здесь и сейчас. Осторожно, Василий поднял кошку на руки, чтобы не повредить раны и не причинить ей еще большего страдания. Он понимал, что каждая секунда на счету. Кровь может потеряться, рана может инфицироваться, и шансы на спасение исчезают. Он принял решение бежать к машине и как можно скорее вести кошку к ветеринарной клинике, держать ее рядом и обрабатывать по мере возможности. Он держал кошку близко к груди, чтобы не растрясти ее и не вызвать боль. Шаги по сухой листве были шагами к спасению, и он не думал о себе. Думал только о том, чтобы животное выжило. Паника иногда овладевала им, но Василий старался подавлять ее, чтобы сохранить ясность ума. Он бежал через кусты и ветви, стараясь не травмировать кошку дополнительно. Ветки царапали лицо, давление ветра шептало, но он не замечал боли вокруг. Вся его сфера была посвящена одному – доставить чудо к безопасности. Наконец Василий заметил знакомый контур. Машина, ее синие стекла и темный салон привлекали внимание. Солнце уже клонялось к закату, и в этом золотистом свете он заметил, что кошка тяжело ранена, но еще дышит. Он аккуратно уложил животное на сиденье и повел в сторону ближайшей ветеринарной клиники, как будто лечащий ангел всего сущего держал их на пути к свету. В дороге он пытался держать разговор с кошкой на расстоянии, чтобы не тревожить ее и не пугать. Время тянулось, и каждый миг становился важнее предыдущего. Он позвонил клинике и попросил помочь. Слова и интонации зазвучали более уверенно, когда он произносил имя кошки, клянувшись, что не сдадутся. Женщина на другом конце провода спокойно ответила, что клиника ждет его, и это придавало Василию еще больше уверенности. В детстве он пытался защитить бездомных котов. Эти воспоминания подсказывали ему, что он должен быть сильным и не отступать. Кошка лежала на операционном столе. Ее дыхание было слабым, но ровным. Лицо врача, Янны Петровны, двигалось через окна клиники в темном коридоре. Она уходила на минуту, оставляя кустономия, ассистента, следить за приборами. Василий остался один в маленькой комнате, думал, размышлял, пытался понять, как эта маленькая душа может быть спасена и зачем она вообще сюда попала. Василий смотрел на кошку и видел ее изможденность и упрямство в глазах. Ее тело было истощено, каждая мышца трудилась на выживание. Он вспомнил, как в детстве кормил птенца из пипетки, и вспомнил, как этот момент научил его ответственности за слабых. Он ощутил, что долг перед животным становится его долгом перед собой и семьей. Усталость отступала перед чувством долга. Анна вернулась с ампулами и шприцами. Ее лицо выражало усталость, но глаза горели решимостью. Она осмотрела кошку и сказала, что борются за ее жизнь, но радоваться пока рано. Это было как молитва, туманное обещание, что все еще возможно. С надеждой Василий воспринял шанс спасти чудо, если она переживет ночь. Он ощутил тепло в лапе кошки, слабый, но настоящий признак жизни. Анна позволила ему остаться и говорил с кошкой, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Спасение стало не только противостоянием боли и времени, но и диалогом между человеком и существом, который может менять судьбы. Василий рассказывал чуду о своей жизни, о детях, о даче, о простых мечтах. Он кормил ее из шприца, и каждый вдох кошки вселял в него надежду. Вслушиваясь в шуршание приборов и в дыхание кошки, он говорил себе: «Мы дойдем до конца».
и каждый вечер становился ступенью к новым возможностям для животного, которому он теперь будто был обязан. На вторую ночь кошка впервые шевельнулась и посмотрела на Василия. Это был небольшой, но яркий знак того, что она не сдается. Анна восхищалась волей жизни, которая просыпалась в чуде, и это придало Василию сил продолжать. К утру третьего дня кошка начала реагировать на голос Василия. Она пыталась приподняться, но лапы подкашивались. Ее глаза искали его, и Василий понял, что кошка узнает его. Это было не просто спасение, это установление связи между двумя существами, которые неожиданно нашли друг друга в самом суровом испытании. На четвертый день кошка открывает глаза и узнает Василия. Она отмечает, что кошка выбрала его, и это стало для Василия новой миссией. Он стал не просто прохожим, которого случайно притянули к беде, а неким доверенным лицом в жизни животного. Василий сидит за столом вместе с Чудо и называет ее чудом. В этот момент его охватывает злость на тех, кто может причинить боль беззащитному существу. Но злость не должна управлять им. В этом испытании важна не месть, а поддержка и забота. Василий звонит в полицию и описывает жестокое обращение. Дежурный спокойно записывает адрес, но в его тоне сквозит равнодушие. Это напоминает Василию, как важна внимательность общества к таким историям, и как сильно порой нам не хватает сострадания, чтобы увидеть чью-то боль за пределами экранов телефонов и экранов новостных лент. Чтобы показать полиции место преступления, Василий отправляется в лес. Он фотографирует сумку, веревки и следы в траве. Все, что может помочь расследованию. Он понимает, что его роль не просто спасение кошки, но и свидетельство фактов, которые могут привести к справедливости. Полицейские записывают показания Василия, фотографируют место. Один из офицеров предлагает проверить камеры на въездах в лес. Василий чувствует, как тяжесть ответственности растет. От этого дня зависит не только судьба Чуда, но и справедливость и судьбы людей, причастных к делу. Василий публикует пост о кошке, и он моментально набирает лайки и репосты. Люди откликаются, предлагают помощь, деньги на лечение, моральную поддержку. Виртуальное присутствие становится реальным влиянием. История превращается в движение доброты, которое живет отдельно от его собственного опыта. Женщина, которая видела белый седан в лесу, сообщает Василию. Он пересылает информацию полиции и надеется на новые зацепки. Вся история начинает приобретать новую глубину, от одиночной искры к общественной сенсации, которая может изменить жизни многих людей и животных. Кошка впервые ест сама, доверяя Василию. Пост Василия вызывает еще больше внимания. Люди видят в чудо героя, образ воплощения доброты и стойкости. Эмоции и эмпатия растут, как плодоносная лоза, питаемая человеческой солидарностью. Василий и Чудо становятся известными благодаря постам в интернете. Люди со всей страны поддерживают их, предлагают оплату лечения, присылают подарки и слова поддержки. Видео, снятое Василием в клинике, набирает 1 миллион просмотров. То, что началось как личная история спасения, превращается в общественное движение. Человек и животное становятся символами доверия, взаимопомощи и человечности. Анна Петровна замечает, что чудо не просто объект спасения, а символ. Теперь она представляет не только Василия, но и всех людей, готовых помогать слабым. Это дает ей силы продолжать работу и верить в ценность каждого спасенного существа. К клинике начинают приходить посылки с кормом, игрушками и одеялами для чуда. Люди отправляют деньги на лечение и делятся историями спасения своих питомцев. Неразрывно переплетаются судьбы. Личная история становится началом широкой сети доброты и взаимопомощи. Василий дает интервью местной газете, где его называют героем.
Статья выходит за заголовком «Человек и кошка. История спасения, которая потрясла всех». Он задумчиво читает ее и понимает, что его простой поступок стал поводом для разговора о морали, ответственности и силе сопереживания. Это не эгоцентричная слава, это напоминание всем, что можно изменить мир, начав с одного застывшего момента спасения. Хэштег «Наше чудо живет» собирает тысячи постов. Люди делятся историями спасения своих питомцев, фото и видео, которые напоминают о том, что жизни ценны и достойны защиты. Чудо становится символом того, что жизнь можно спасти, если не отвернуться и попробовать помочь, даже когда путь кажется безнадежным. Василий делится историей чуда с женой Светланой, которая не любит животных. Светлана приезжает в клинику увидеть чудо, и ее лицо смягчается. Она видит, как этот маленький шедевр жизни меняет не только его жизнь, но и ее взгляд на мир. В ее душе рождается новая искра. Понимание того, что добро не всегда требует больших подвигов. Иногда достаточно сделать первый шаг и протянуть руку помощи. Дети Василия узнают о чуде из соцсетей и хотят взять ее домой. Они готовят место для кошки, превращая гостиную в настоящий кошачий рай. Их голос и смех звучат как звон в стекле, чистый и радостный. Это мгновение наполняет дом теплом и надеждой на будущее, где чудо станет символом центра семьи и маленького волшебства. Семья готовится к выписке чуда. Светлана сдается под давлением детей, и Василий чувствует не только радость, но и ответственность. Он понимает, что жизнь чуда теперь тесно переплетена с его собственной семьей. Они становятся ее семьей так же, как она стала их историей. Полиция медленно продвигается в расследовании, но соцсети продолжают поддерживать Василия и чудо. Женщина из соседнего поселка сообщает о паре, тащившей сумку в лес, и эта зацепка начинает приводить к реальным действиям. Василий держится за надежду на справедливость, и каждое новое сообщение превращает его доверие в уверенность. Полиция находит запись с камеры, которая подтверждает въезд белого седана в лес. Подозреваемые – молодая пара из соседнего городка. Дело сдвигается с мертвой точки вперед. Василий чувствует, как все, что он пережил за эти дни, начинает концентрироваться в одну ясную цель – справедливость для чуда и урок для общества о том, что жестокость не остается безнаказанной. Соседка узнала машину по постам в социальных сетях и сообщила в участок. Василия вызвали в отделение для дачи показаний. Ему показали фото парня и девушки, которые, по словам офицера, были наркоманами. Это добавляло опасности в историю, но также подчеркивало реальность того, что опасность может скрываться в самых неожиданных местах. Пару задержали. Их квартира была завалена мусором и шприцами. Полиция нашла сумку, похожую на ту, в которой лежало чудо, и веревки с пятнами крови. Улик хватило для суда. Василий чувствовал тяжесть ответственности, понимая, что его действия могут сменить чью-то судьбу. И не только чудо, но и тех, кто причастен к этому делу. Василий дал показания, рассказывая о криках чуда и ее борьбе за жизнь. Суд вынес приговор. Пара получили 2 года за жестокое обращение с животными. Зал был полон людей, которые пришли поддержать Василия и чудо. Они обсуждали приговор, делали заметки и фотографии. И каждый видел в истории не только спасение, но и урок для общества о том, как важно беречь слабых. Люди в соцсетях писали петиции и требовали ужесточить законы. Чудо стало символом, а Василий – частью большего дела. Он написал пост благодарности всем за помощь и почувствовал, что его маленький поступок приобрел громадный резонанс. Мир стал чуть добрее, потому что люди увидели, что можно изменить мир с помощью действий, слов и поддержки.
Чудо вернулось домой, ее движения стали увереннее. Семья полюбила кошку. Дом преобразился и стал убежищем не только для Чуда, но и для всех, кто искал в нем смысл. Чудо стало якорем для Василия, напоминающим о ценности жизни и силе веры в лучшее. История Чуда связала семью еще крепче. Дети стали внимательнее к животным, соседи добрее к близким. Чудо не просто питомец, она стала учителем милосердия для всех. Соседские дети приходили в клинику, чтобы увидеть ее и узнать, как можно помогать бездомным животным. Василий заметил, что семья стала не только ближе, но и сильнее. Они нашли новый смысл в своей повседневной жизни. История Чуда вдохновила людей на открытие приюта для животных. Василий стал центром движения, помогая с чертежами и строительством. Приют назвали «Чудо», а дети рисовали вывеску и мечтали о том, чтобы каждый животный дом нашел доброго хозяина. Это было не просто место для спасенных животных. Это было место надежды, где каждый найденный зверь мог обрести новую семью. Василий стал местным героем. Люди благодарили его за смелость и сердце. Журналисты снимали сюжеты, но Василий всегда подчеркивал, настоящим героем была Чудо, та, которая прошла через испытания и отдала миру силу жить дальше. Семья изменилась. Они стали примером для других семей, которые нашли в истории Чудо повод задуматься о своих поступках и ролях в обществе. Все началось с криков в лесу и превратилось в целый путь, который привел к новому, более доброму миру вокруг них. Так родилась история Василия и Чуда, история, которая началась с прогулки в лесу и вывела на путь взаимной помощи, справедливости и перемен. Это напоминание о том, что каждый может стать частью чего-то большего, если не боится сделать первый шаг, протянуть руку, присмотреться к ближнему, поверить в силу доброты и выбрать действовать, даже когда миру кажется, что все безнадежно.